Биткоин снова пробивает 38 тысяч, альты стремительно идут вверх, а на рынке царит атмосфера настоящего булрана, который с каждым днем увеличивает размер наших с вами криптопортфелей. Но есть определенные монеты, которые словно якорь тянут потенциал портфеля вниз, из-за чего профит от того или иного токена просто покрывает наши убытки. И это на самом деле очень частая проблема, с которой сталкивается абсолютно каждый криптоинвестор. Но для этого и нужно проводить ревизию своего криптопортфеля, чтобы сократить количество самых рискованных и не особо потенциальных монет. Ведь лучше продать ненужные альты и инвестировать эти свободные деньги в что-то более перспективное. И как раз таки сегодня в видео я для вас подготовил 3 популярные монеты, которые скорее всего есть в вашем портфеле, но на фоне последних фундаментальных новостей их будущий долгосрочный рост находится под большим вопросом. Я подробно расскажу, что это за монеты, что с ними не так, почему их нужно продавать и что с ними будет дальше. Поэтому каждый, кто инвестирует в долгосрок и не только, обязательно смотрите это видео до конца, а перед просмотром поставьте видео лайк, ведь только ваша поддержка в виде лайков, а также комментариев влияет на скорость выхода таких интересных видео. Так что приятного вам просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, уважаемые друзья, сегодня я вам расскажу про 3 достаточно популярные монеты, которые сейчас сталкиваются с серьезными проблемами, что может негативно на них повлиять в долгосрочной перспективе, из-за чего их лучше продать. И, кстати, дополнительно, на этой неделе будут разблокированы токены на сумму 650 миллионов долларов, что ставит под угрозу их цену. А название этих монет и четкую дату разблокировки вы можете прямо сейчас получить в нашем телеграм-канале, где также есть очень много эксклюзивной информации, поэтому подписывайтесь и первыми получайте такие важные события и актуальные новости крипторынка. Ну а первой монетой, которую сейчас лучше продать, является BNB. Да, друзья, у вас наверняка может возникнуть вопрос, а зачем продавать монету с самой большой криптобиржи в мире Binance? Но открыв последние новости, все вопросы отпадают сами по себе. В 2023 году правительство США завершило свою цель, которую они планировали аж целых 5 лет. С тех пор, как Binance начала контролировать чуть ли не 100% рынка с ежедневным денежным оборотом на миллиарды долларов, этим сразу же заинтересовались власти США. И вот в этом видео я рассказывал, как на протяжении 5 лет Америка затягивала гайки Binance, что привело к уходу CZ с поста гендиректора на прошлой неделе. А как на это отреагировал BNB? Ну, конечно же, почти 20% падением. Но уходом CZ и штрафом в 4 миллиарда долларов это все не закончилось, ведь на самом деле сейчас Changpeng Zhao может грозить тюремное заключение. Во-первых, это связано с тем, что к расследованию снова подключилась SEC, которая до сих пор ищет пруфы, которые могли бы доказать, что американское подразделение Binance USA имеет доступ к деньгам своих клиентов, как это было у FTX. Такие обвинения в мошенничестве еще больше усиливают давление на Binance, из-за чего адвокату Binance USA пришлось обращаться к федеральному судье, чтобы завершить это разбирательство как минимум до 15 декабря. Но обвинение SEC это еще полбеды, потому что сейчас CZ может грозить тюремное заключение. Это связано с тем, что окружной суд США запретил CZ вернуться в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора. После того, как CZ признал себя виновным, мировой судья освободил его под залог 175 миллионов долларов. CZ положил 15 миллионов долларов на трастовый счет и поручил своим людям внести еще залог на сумму более 5 миллионов. По этим условиям он мог свободно вернуться в Эмираты, но США боятся, что CZ не вернется обратно, а вытащить его из Эмиратов будет уже невозможно, так как в стране не действуют законы по экстрадиции. Вот поэтому судья принимает решение оставить CZ в Штатах как минимум до февраля 2024 года. Хотя если бы CZ реально хотел сбежать, зачем он тогда вообще приезжал в США и признавал себя виновным? Но это в очередной раз подчеркивает то, что CZ и Binance играют очень важную роль для Министерства юстиции США, которое очень не хочет, чтобы у CZ был шанс на побег. А если говорить о потенциальном заключении, то CZ реально может грозить от нескольких месяцев до 10 лет тюрьмы. Но бывший чиновник SEC говорит, что CZ может получить 12 или 18 месяцев тюремного срока. И как вы понимаете, это не самые положительные новости для монеты BNB, которая уже упала на 15%. Также давайте вспомним, что обвинение SEC заключается не только в мошенничестве, а еще в том, что BNB является незарегистрированной ценной бумагой, что еще сильнее негативно влияет на BNB. И это является весомой причиной, чтобы сократить инвестиции в эту монету. Я не говорю о том, что Binance конец и BNB повторит судьбу FTT. Нет, это лишь фундаментальные события, которые, скорее всего, будут оказывать негативное влияние в будущем. Поэтому, если из 10% альткоинов в вашем портфеле большую часть занимает BNB, лучше
лучше эту часть сократить, либо продать, либо перевести в биткоин. Насчет сети Binance Smart Chain, то есть BEP20, к ней никаких вопросов нет, и можно спокойно продолжать проводить через нее транзакции, имея часть BNB для оплаты комиссий, с чем эта сеть отлично справляется. Ну а перед тем, как мы продолжим, хотел бы вам рассказать про одну монету, которая за первые часы торгов на бирже Uniswap выросла на 400%, и называется она Эфир ETF. Проект Ethereum ETF был запущен после того, как BlackRock подал заявку на ETF Ethereum. У данной монеты есть ряд различных функций, одной из которых является сжигание, которое уменьшает доступное предложение токенов в обороте. Также обратите внимание на токеномику, где из 100 миллионов монет большая часть находится в пуле ликвидности на DEX биржах, и с каждой покупкой монет становится меньше, так как работает 2% комиссия. У Ethereum ETF не было предпродаж, но токен вырос на 400% после листинга на Uniswap и DEX Tools. А отследить актуальные котировки монеты можно на сервисе CoinGecko. Купить монету Ethereum ETF можно на Uniswap или напрямую на официальном сайте проекта, используя для этого различные монеты или стейблкоины. Поэтому, если вы желаете более подробно ознакомиться с Ethereum ETF и узнать все возможности этой монеты, переходите по ссылке, которую мы для вас оставили в описании. Следующей популярной монетой из топ-10, которую лучше убрать из своего портфеля, является TRX. Но что не так с этой монетой? А все связано с тем, что Джастин Сан, который является создателем монеты TRX, а также блокчейна Tron, страдает от давления США не меньше, чем CZ. Ведь еще в марте этого года SEC также подавала на главу Tron в суд и обвиняла его в манипулировании ценой TRX и монеты BitTorrent. В придачу SEC назвала эти монеты незарегистрированными ценными бумагами, с помощью которых Сан смог незаконно получить около 31 миллиона долларов. В конечном итоге досталось всем компаниям Джастина Сана, а именно Tron Foundation, BitTorrent и Rainberry. И больше всех пострадал, конечно же, токен TRX, который тогда упал более чем на 10%. А после того, как SEC назвала TRX ценной бумагой, Binance USA, которая, напомню, работает на рынок США, провела делистинг токена со своей платформы. Но проектами Джастина Сана заинтересовалась не только SEC, а и Министерство юстиции США, поскольку его неоднократно обвиняли в сотрудничестве с террористами, которые используют сеть Tron для сбора денег. И даже на этой неделе издание Reuters опубликовало статью, в которой сообщили, что сеть Tron перегнала биткоин в количестве транзакций, которые совершают террористы группировки Хамас. Ведь Израиль изъял как минимум 143 Tron кошельков, которые принадлежали террористам, из которых 87 были изъяты только в этом году. И что произошло с TRX на этой неделе? Правильно, он сразу же упал на 7%. После этого Джастин Сан поступил вполне логично и заявил, что Tron полностью децентрализован, точно так же как биткоин и эфир, что не позволяет им контролировать, кто именно проводит транзакции в сети. Но только такие оправдания не интересуют Министерство юстиции США, для которого Джастин Сан может стать следующей целью. И поверьте, его будет обвинить куда проще, чем CZ, за счет тех махинаций, которые он совершал. Во-первых, это обвинение SEC, обман сотрудников биржи Хобби, манипулирование различными монетами, а также эти постоянные хакерские взломы его бирж, которые вызывают очень большие подозрения. Ведь даже когда он стал главой Хобби, или как сейчас HTX, он молча заменял USDT клиентов биржи на монету STUSDT, которая обеспечивает более слабую привязку к доллару. И подобных ситуаций было очень много. Таким образом, есть большая вероятность, что Джастин Сан станет следующим претендентом на вынесение приговора от Минюста США. Ведь будем откровенны, есть за что. На Reddit пишут, что он присоединится к таким ребятам, как Машински, Кудрявому Сэму и, конечно же, Док Вону. И эту теорию подтверждают инсайдеры в Твиттере, которые пишут, что арест CZ стал некой подготовкой для заключения Джастина Сана. Вот поэтому будущее TRX находится под большим вопросом, из-за чего лучше зафиксировать прибыль, если вы покупали эту монету на дне, и не подвергать риску свой криптопортфель. С использованием сети TRC20 ситуация такая же, как и BEP20. Проводить транзакции до сих пор безопасно, и на сегодняшний день блокчейну ничего не угрожает, так что не переживайте. Ну и третья монета, вокруг которой сейчас сконцентрировался большой фуд, что не является причиной ее покупать, это Terra Luna. Я думаю, вы уже видели эти новости о том, что Luna выросла на 80% за неделю, а ее стейблкоин USTC вообще взлетел аж на 300%. Об этой новости мы не сообщали в нашем Telegram, чтобы не создавать дополнительное фомо и чтобы вы не подвергали себя рискам. В целом такой рост был связан с тем, что Binance запустила фьючерсы на USTC. Да, звучит странно, ведь когда-то это был стейблкоин, и за счет роста объема торгов цена пошла вверх, особенно после того, как команда Terra Luna пообещала вернуть привязку 1 к 1. Также была еще одна новость, что сеть получила 478 миллионов долларов за комиссии, и 26 ноября была фейковая новость, что Terra купила стейблкоин на сумму
сумму 500 тысяч долларов. Но, друзья, давайте будем честны. Terra Luna умерла еще в 2022 году после очередного плана спасения от Даквона. Этот проект с ужасной репутацией, куда не зайдет ни один нормальный инвестор, у которого в кармане больше 100 долларов. Будущего у Terra Luna нет, ведь ее спаситель давно находится за решеткой. И если вы сейчас покупаете Луну или USTC в надежде, что они вырастут, то это лотерея с шансом на выигрыш не более 1%. Поэтому что делать с этими монетами, вы уже знаете. Подводя итоги, хочу сказать, что тот же BNB или TRX могут вырасти, ведь они высококапитализированы и давно находятся на рынке. Но последние новости могут сыграть очень важную роль в будущем этих монет. Поэтому если они есть в вашем портфеле, примите это к сведению. А чтобы не пропускать важную информацию по этим и другим криптовалютам, подпишитесь на наш телеграм-канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наши новые ролики. А с вами я прощаюсь ненадолго, каждому желаю удачи, до скорых встреч!